Среди огромного количества пернатых, населяющих нашу планету, невозможно обойти вниманием поистине царственную особу, загадочную и удивительно красивую птицу. Как только мы произносим это название, перед глазами возникает яркий образ. Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал, присаживайтесь поудобней, и я вам расскажу о прекрасной птице под названием фламинго. На первый взгляд, фламинго своим обликом напоминает таких птиц, как аист, цапля, журавль. Но ни с одним из перечисленных видов он в родстве не состоит. Ближайшим родственником фламинго являются обыкновенные гуси. Раньше фламинго даже причисляли к отряду гусеобразных, но потом выделили в отдельный отряд фламингообразных. Фламингообразные не живут поодиночке, они собираются в огромные коллективы, называемые колониями, и занимают удобные территории по берегам мелких водоемов или лагун. Они теплолюбивы и предпочитают селиться в тех местах, где достаточно пропитания, и не требуется совершать длительных перелетов в поисках пищи. Самая большая концентрация этих пернатых по-прежнему, как и миллионы лет назад, наблюдается в юго-восточной и центральных районах Азии и Африки. Тем не менее, облюбовали фламинго и множество других территорий, пригодных для их комфортного существования. Так, например, розовый, обыкновенный фламинго гнездится в южных районах Испании и Франции, в Индии и Казахстане. Это единственный вид, совершающий длительные перелеты, и во время миграции он может довольно существенно отклоняться от маршрута. Очень похожий на обыкновенного фламинго, чилийский вид, обитает в тропических и субтропических широтах южноамериканских Анд, а на островах Карибского моря гнездятся колонии очень красивых, самых ярких по окрасу красных, карибских фламинго. Высоко в горах, в районе щелочных и соляных озер, расположенных на высоте 4000 метров над уровнем моря, обитает андский фламинго. А его высокогорный собрат фламинго Джеймса до недавнего времени считался исчезнувшим видом, пока в конце прошлого века не были обнаружены редкие его гнездования в Боливии, на озере Колорадо. Сейчас он облюбовал территории горных плато Анд в Перу, Боливии, Чили и Аргентине, но по-прежнему является самым редким видом фламингообразных. А на африканских соляных озерах можно наблюдать многочисленные колонии самого миниатюрного представителя огненных пернатых малого фламинго. Фламинго выглядит очень грациозно. Это крупная водоплавающая птица, имеет тонкие и длинные ноги и гибкую шею. А необычный окрас фламинго никогда не оставался незамеченным. Фламинго выглядит необычно не только благодаря уникальной раскраске своего оперения. Птица фламинго с завидной грацией держит свою длинную шею в виде знака вопроса. Также они с легкостью стоят на одной ноге. Для сокращения потери тепла они по очереди держат ноги в своем оперении. Со стороны такая поза кажется весьма трудной и неудобной, но на деле абсолютно не требует никаких усилий от фламинго. Птица фламинго обладает массивным, выгнутым вниз клювом. У фламинго подвижной частью клюва является верхняя, что отличает его от многих других птиц. Выглядит довольно крупной птицей, общая длина тела составляет 130 см. А вес взрослых особей достигает в 4 килограмма. Почему фламинго розового цвета? Розовую окраску оперения фламинго придает вещество каротин, который птицы получают вместе с пищей. Своей розовой окраской фламинго обязаны маленьким красным рачкам, содержащим тот самый каротин. Фламинго питается небольшими ракообразными, они едят рачков, так как они являются их основной пищей. Также розовый фламинго питается личинками насекомых, червями, моллюсками и водорослями, которых находит на мелководье. В получении пищи птице фламинго помогает клюв, с помощью которого они фильтруют пищу из воды или ила. Разыскивая корм, фламинго выворачивают голову так, что верхняя надклювие находится внизу. Надклювие имеет поплавок, который поддерживает голову в верхних слоях воды, особенно богатых планктоном. Розовый фламинго питается, набирая в рот воду и закрывая клюв, после чего птица выталкивает воду через надклювье, а пищу заглатывает. Все этапы питания фламинго происходят очень быстро. В колониях птиц насчитывается несколько тысяч особей, и все они становятся лакомым кусочком для своих врагов. Самым опасным для них являются соколы и коршуны.
Они постоянно крадут яйца животных, воруют птенцов. Но во время гнездования особи в колонии всегда встают в защиту кладок других. Однако на птиц охотятся волки, лисы и шакалы. Хищники любят мясо фламинго, и поймать их легко. Стоит только напасть из засады на особь, стоящую далеко от остальных на мелководье. Нередки случаи, когда эти хищники селятся рядом, и тогда погибает много фламинго. Фламинго гнездятся колониями, разбитыми на определенные группировки, каждая из которых отличается высокосинхронизированными сроками откладывания яиц. Социальное поведение этих пернатых имеет довольно сложные формы. Брачный период фламинго начинается с устройства массовых брачных демонстраций. Происходит это примерно за 8-10 недель до начала гнездования. Фламинго проявляют определенную агрессию, стремясь занять как можно более выгодное положение среди своих сородичей во время брачных игрищ. Когда пара образована, самец и самка становятся единым целым. Они защищают друг друга в стычках, синхронно выполняют обычные действия, находятся постоянно рядом друг с другом, даже кричат дуэтом. В большинстве своем пары сохраняют отношения долгие годы, становясь настоящей семьей. Период откладывания яиц у фламинго растянут во времени и может длиться с начала мая до середины июля. Чаще всего птицы устраивают гнезда на мелководье, на территории обитания своей колонии. Материалом для гнезд служит ракушник, глина, ил и грязь, но некоторые особи предпочитают гнездиться на скалах или откладывают яйца прямо в песок, не делая углублений. Обычно в кладке 2 яйца, которые высиживает как самка, так и самец. Примерно через месяц на свет появляются птенцы. Они рождаются с серым оперением и абсолютно ровным клювом. Приобретает характерные для фламингообразных черты птенцы начинают к возрасту 2,5 недель. Продолжительность жизни розового фламинго – 30 лет. Во всем мире происходит уменьшение популяции этих пернатых, и причиной этих процессов является вовсе не естественный природный отбор, а губительное воздействие человека. Браконьеры отлавливают и отстреливают птиц в огромных количествах ради того, чтобы пустить их перья на украшения и сувениры. Мясо фламинго не пришлось человеку по вкусу, однако яйца считаются настоящим деликатесом и подаются в самых дорогих ресторанах. Немалую роль в уменьшении популяции этих красивых птиц играет технический прогресс. Человек осваивает все новые и новые территории, строит промышленные предприятия, прокладывает магистрали, совершенно не заботясь о том, что вторгается в привычные природные места обитания пернатых. Фламинго вынуждены покидать насиженные места и искать другие территории для проживания и выведения потомства. Спасибо вам, что посмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Жмякайте большой палец вверх, берегите природу и всем пока!